В нулевые годы, вы не поверите, но интернет не был так развит, как сейчас, хоть и уже уверенно распространялся по домам. Огромную роль на медиарынке играли ТВ-сериалы, журналы и прочий бумажный шум. А если вдруг что-то нужно было продвинуть в массы и держать на слуху, то рекламодатели обращались на телеканалы, радио и новостные журналы за рекламой в специальных блоках. Пока в один момент в какой-то гениальной голове не возникла не менее гениальная мысль. Так если журналы и комиксы настолько востребованы, то почему мы не можем вместо покупки небольшого рекламного блока выпустить свой большой журнал, AK Comics, который будет целиком нацелен на продвижение того, что нам надо? Как-никак даже в нашей стране комиксы уже тогда разбирали огромными стопками из киосков и ларьков. Да и, допустим, комиксы по фильмам не обязательно надо делать прям большими и проработанными. Да им даже не обязательно повторять события картины в точности до мелочей. Да даже лучше, если выпускали не пересказ, а приквел, и таким образом люди охотнее шли за продолжением рассказа в кинотеатры. А если мы обратим внимание на количество выпущенных комиксов по фильмам, то появится ощущение, что их издавали чуть ли не каждой более-менее громкой премьере. «Каратель», «Сорвиголова с Аффлеком», «Люди Икс», «Утка Говард», «Люди в черном», «Трансформеры», «Ферум Хьюман» и даже по фильму «Бэтмен и Робин». Да, они тут тоже есть. И зачастую на этих комиксах любили экономить. Где-то страдали лица, где-то рисовка была излишне упрощена и выбивалась из стиля, где-то нарушалась анатомия, и хоть и не везде, но такие моменты проскакивали, и если ты их замечал, то, конечно, осадочек оставался. И вы, возможно, не знали, но комиксы по фильмам выпускаются и по сей день. Ведь у нас уже есть выпуски по Хоумкамингу и Вдали от дома, но они уже как раз и являются теми самыми приквелами к фильму. Фух. Духота. Я и сам прекрасно понимаю. Но как еще вас подвести к рассказу сразу о 11 паучьих историях и их отличиях от фильмов? Поэтому садимся поудобнее, наливаем чего потеплее и укутываемся во что повкуснее. А я начинаю. Первый фильм трилогии Рэйми. Как бы я ни пытался сейчас нагнать сюда чего-то не банального, но разгоню рассказ всего парой стандартных фраз. Это многими любимый и взаправду значимый для супергероики фильм, над которым корпел талантливый фанат-режиссер, отчего фильм получился теплым и оригинальным аттракционом. Но самое главное, что спустя 20 лет первый Человек-паук не чувствуется душным или каким-то устаревшим в плане подачи истории. Увы, того же нельзя сказать про местную графику, но об этом вы тоже уже слышали. К такому амбициозному фильму студиям нужно было заготовить уйму мерчендайза. Фигурки, футболки, кружки, ведь всегда большую часть прибыли от фильма делают отнюдь не кассовые сборы, а как раз таки игрушки. Только в этот раз решили заморочиться и завести к премьере еще и комикс-адаптацию. К работе над журналом прикрепили именитых авторов. Алану Дэвису дали работу над рисунком по сценарию, а также выдали ему на помощь и редактуру еще целый цех профессионалов. Только посмотрите на этот огромный список людей. Плюс их еще и консультировал Брайан Майкл Бендис, сценарист линейки Ultimate Spider-Man. И позвали его отнюдь не для галочки, а потому что Ultimate паучком во время съемок фильма любили зачитываться Тоби Магуайр и режиссер Сэм Рэйми. И я долго думал, как вам рассказать что-то новое о комиксе-пересказе фильма, который мы видели уже по сотни раз. И я решил сделать акцент на различиях между фильмами и комиксами. Думаю, вам будет интересно. История стартует с той же точки, что и в фильме. Питер Паркер, точнее уже Человек-паук, начинает свой монолог, распинаясь об окружении. Как няня из приюта привела его к дому дяди и тети, как МJ не обращает на него внимания, из гениальной фразы гениального человека «Знаешь, я тоже, в общем-то, ученый». Начинается наше приключение. Мы движемся по очень сжатому сценарию фильма. Укус паука уместился на половине страницы, закрытие проекта Осборна в 2 кадрах, а о галлюцинациях Паркера мы можем только догадываться. Зато у нас есть интересное описание паучьего чутья. Питер как бы ощущает, куда именно ему направляется удар, и в том месте, например, на затылке, возникает легкий зуд. Или со слов Питера... Это как замедленная съемка. Ну и дела, Паркер уложил его. Да уж, когда-нибудь это должно было случиться. Что-то произошло со мной. Что-то, чего я не могу... Паук? Паук? И я уже мельком говорил о стиле рисунка ранее, но уточню. К моему позерскому удивлению, когда я искал информацию о работах Дэвиса за пределами Паучка, то узнал, что Алан работал над несколькими арками Мстителей, брался за Бэтмена, рисовал Сорвиголову и Людей Икс. В этот раз рисунок Дэвиса красили и крыли тушью Дэйв Кэмп и Марк Фармер. И именно им стоит сказать спасибо за создание этой теплой атмосферы на иллюстрациях, попадающей в тон фильма. Осборн прощается в Гоблина, причем выглядит это очень выразительно, и уже на утро Норман и не помнит о его ночных приключениях. Папа, ты давно здесь сидишь? Я не знаю, сынок. Папа, не стоит так с собой обращаться. Меня не интересуют советы посредственности вроде тебя, Гарри. Позаботься лучше о себе, потому что я Грин Гоблин, what the fuck.
Кстати, забавно, что Норман даже к Человеку-пауку из другой вселенной относится лучше, чем к родному сыну. И вот то, о чем я говорил. Моменты, дополняющие фильм. Питер сожалеет о том, что ему приходится врать дяде. Норман вываливает свое отношение к Гарри прямо в лицо, и в таких мелочах и кроется все отличие комикса от фильма. Иные ракурсы, немного другие акценты в сценах и свой визуал. Все-таки комиксы — это по большей мере вид визуального повествования. И здесь не работают многие фишки, которые используют в кино. Хотя, конечно, везде есть свои исключения. И именно поэтому здесь нет, допустим, разговора Питера и Мэри на заднем дворе. В текстовом варианте он бы просто не работал так, как он работает с музыкой Дэнни Эльфмана на фоне. И, кстати, это на самом деле интересно, что спустя годы можно взглянуть на первый фильм трилогии по-новому. Буквально увидеть что-то другое, но по сути то же самое, сложно. А если просто, то у нас есть возможность увидеть альтернативное исполнение фильма. Бой на ринге уже по традиции своими цветами отсылает нас к Amazing Fantasy 15, а вот эта дамочка отсылается к игре Amazing Spider-Man. Как Давид и Голиаф. Вор убегает с деньгами, Паркер его пропускает. Пока... Дядя Бен! Он угнал его машину, нам сообщили. Они уже преследуют парня. Он едет на юг по 5-й авеню. Они возьмут его, не волнуйся. Погоня, кстати, повторяет почти покадрово сцены из фильма. Да почти, кстати, все следующие сцены повторяют те же моменты и диалоги. Нарезка становления паучка, продажа фото для Бьюгла, окончание школы, ночное спасение МJ, знаменитый перевернутый поцелуй, конечно же, налет гоблина на Бьюгл, да даже сцена на мирном фестивале лишь изредка отходит от киноканона. Ах да, мирный кинофестиваль. Интересная история приключилась с Брайаном Майклом Бендисом. Он же приложил руку к созданию этой адаптации, и уже гораздо позже ее выхода он будет продолжать писать своего современного паучка. Забавно же то, что однажды ему даже разрешат использовать в комиксе образы настоящих людей, причастных к созданию первого фильма. Поэтому в выпуске Ultimate Spider-Man номер 54 Питер, который в этой вселенной является настоящим Человеком-пауком, застает телепередачу, в которой говорится о начале съемок фильма о Человеке-пауке. Ему, конечно, мягко сказать, это не понравилось, ведь прав на Человека-паука нет ни у кого, даже у самого Питера. И он наведывается на съемки, где уже снимается та самая сцена с фестиваля из первого фильма. Паучка играет местный Тоби Магуайр, фильм ставит местный Рэйми, а продюсирует его местный Авиарад. Но в этой вселенной им неизвестно настоящее имя Человека-паука и история его становления. Поэтому многие события фильма в Ultimate вселенной произошли совершенно по-другому. Доктор Октавиус появился не во втором фильме, а в первом, потому что Октавиус попал на съемочную площадку, и выбрасывать такой материал было бы просто глупо. А Паркер, конечно же, не получил ни цента за использование его образа, ведь чтобы ему легально заработать на своем образе, нужно раскрыть тайну личности. А почему он этого сделать не может, думаю, вы знаете и сами. Подать мне Человека-паука! Он вернулся! Человек-паук 2. Идеальный сиквел, идеальная арка Spider-Man No More и одна из самых известных экшн-сцен в истории кино. Ну, еще вот это неплохо. Ты действуешь мне на нервы. Я в этом мастак. Был мастак. В этот раз на комикс-адаптации решили откровенно сэкономить. Фильм и так соберет свою кассу, соответственно, можно просто забить нарисовку. Прощайте, мистер Дэвис и его талантливые колористы. Привет, странная детализация. Вот здесь Питер почему-то прорисован хуже, чем окружение. Да и лица по ходу комикса могут неплохо плавать. Хотя, в принципе, это норма. Привет, злой клон Бена Аффлека. Но только тут их как будто на самом деле рисовали в спешке. К тому же во втором комиксе насыщенные цвета заметно потускнели. А если поставить их рядом с фреймами первого комикса, то может показаться, что я специально задушил насыщенность. Но нет, сравните сами. А про отличия тут и рассказать не получится. Опять иные ракурсы, но та же суть. А вот уже с третьим фильмом все сложилось интереснее. У нас нет адаптации фильма, зато у нас есть приквел и комикс дополнения картины. Начнем с приквела. Интересно то, что этот комикс по сути делится на две части. Одна, где паучок просто как обычно спасает жизни, а вторая уже ведется от лица Флинта Марка. Он признает, что у него проблемы с женой, его не берут на работу, и он хочет заполучить деньги так, как он умеет их получать. Он отправляется к заднему входу ювелирки, чтобы... сами понимаете что. Тем временем в самом ювелирном магазине Питер присматривает кольцо для Мэри Джейн, но тут врываются двое маскированных грабителей, которых вмиг остановил Человек-паук. На место прибыла полиция, и в этот момент врывается Флинт Марко и объявляет о начале ограбления. Но только он не учел одного момента. Полиция уже была на месте, а паучок по традиции улетает в закат. О чем я думаю? Все, что мне нужно знать, это то, что я люблю Мэри Джейн всем сердцем. И я хочу провести с ней каждый мой оставшийся день. Она как друг, как партнер, как жена. И до тех пор, пока мы любим друг друга, все будет получаться.
Второй комикс дополняет фильм, а если точнее, ту самую сцену в церкви. Нам поясняют, что симбиот действительно передал воспоминания Паркера Эдди Броку, а не просто он увидел его издалека снизу, как многие докапывались, а также как именно Эдди нашел Флинта Марка. Оказывается, Брок наведался в квартиру Гвен, откуда ее отца срочно вызвали на работу. Ее отец, как мы помним по фильму, был занят расследованием дела об убийстве Бена Паркера, которое почему-то оказалось не закрыто, так как убийца на свободе. Капитан Стейси оставил папку с документами Бена Паркера на столе дочери, откуда Брок уже и вычитал о еще одном больном месте Паркера – убийце его дяди. Сама история, кстати, не ощущается душной или затянутой, а все по одной простой причине. Над ним работал звездный тандем Брайана Майкла Бендиса за написанием сценария, а на помощь ему пришел талантливый художник Марк Багли, вместе с которым они и работали над современным Паучком многие годы. И как же я рад, что именно они адаптировали этот кусочек, ведь получилось очень интересно. На этом я заканчиваю с нашей любимой трилогией. Да, комиксы были немного душноватыми, были дешевыми, но в то же время прикольными. Да и микроистория Венома лично меня с лихвой накрыла эмоциями. Ты Сибас уважаешь? Не то слово. У первого НЧП-УЧП было сразу две адаптации. Одна на русском, другая на буржуйском. Начнем по порядку. Питер находится на краю балкона Гвен. Как раз в той сцене, когда капитан Стейси уезжает в сторону моста, где бушует ящер. Паркер уточняет, что пару минут назад у него было с Гвен то, чего у них раньше не было. Ладно. И уже по пути к мосту Паучок углубляется в воспоминания. В фильме нам уже показывали, что Питер — это известный школьный фотограф, заснявший класс Гвен. Вы у него в компьютере. Комиксы нам немного шире показали эту ситуацию, а также самую малость раскрыли образ дяди Бена. Оказалось, подвальчик, где Питер разработал свои шутеры, был в прошлом подвалом Бена, и как раз с помощью его оборудования и были созданы паутинометы, а также этот замочек на дистанционном управлении изготовили Питер и его дядя вместе собственными руками. Вот вам и такая микростопка фан-фактов. Но тут паутина в одном из веб-шутеров заканчивается. Питер стреляет вторым, но траектория полета привела его точно в стену, а после падения на паучка налетела толпа маскированных хулиганов. Питер выкарабкивается, а в это время нам рассказывают о том, почему Гвен вообще начала помогать Флэшу с репетиторством. Если максимально кратко, то чтобы Юджин просто перестал задирать одного парнишку из школы. Паркер догоняет капитана Стейси, мчится навстречу взрывам, а что было дальше? А продолжение в фильме, который уже идет в кинотеатре. Бегом смотреть. А если без шуток, то именно на этом моменте обрывается русскоязычная версия этого комикса. Удивительно еще и то, что англоязычная была нарисована другим художником и уже полностью пересказывает фильм, как это и было с первыми двумя фильмами о Тоби. Поэтому ничего нового я здесь сказать не могу. Разве что рисовка действительно приятная, и мне было не скучно пробежаться глазами по ужатой версии фильма, где даже совпадают многие ракурсы, и моментами даже возникает чувство, что это не адаптация, а просто приятные арты. Почему они просто пересказали фильм? А потому что англоязычный журнал был выпущен перед премьерой второго фильма, вместе с комиксом, объясняющим, почему Паучок сменил свой костюм между первым и как раз таки вторым фильмом. Кстати, сменил он его потому, что старый просто потрепался. А Гвен ему как раз накинула идею, как сделать дизайн костюма простым и дружелюбным. И да, вы правы. В игре по фильму говорится, что Гвен ему еще и сама его сшила, но всем известно, что игры находятся немного в другой каноне вселенной. А вот комикс по второму новому Человеку-пауку в оцифрованном виде я найти не смог. Да и не нужно, ведь здесь всего 8 страниц, на которых уместилось становление Электро. От первой встречи Макса и Паучка в начальной сцене и до его преобразования на Таймс-сквер. Согласен, у Гарфилда все еще менее густо с комиксами, чем у Тобика, и поэтому приятно осознавать, что Холланду в этом плане повезло куда больше. Что это за место? К фильмам Холланда были подготовлены 2 комикса прелюдии. Ты берешь прелюдию «Возвращение домой», читаешь ее, и ты уже готов к просмотру фильма. А в самом комиксе тем временем тебе пересказывают гражданскую войну, ака первое появление Паучка в киновселенной. Но пересказывают историю, конечно, с акцентом на самом Паучке. А если, допустим, ты берешь прелюдию «Вдали от дома», то там уже пересказывают «Возвращение домой», и ты более-менее в курсе событий прошлого фильма. Не знаю, замещал ли кто-то подобными комиксами себе полноценный просмотр фильма, но я бы точно такой ерундой заниматься не стал. Но зато я с удовольствием прочитал короткую историю о погоне Паучка за жуком, в то время как маленькая девочка выбирала подарок на свой день рождения в компании родителей и жирафа Джеффри. Небольшой коммерческий комикс, рекламирующий сеть магазинов Toys R Us и их маскоты. Приятная небольшая история. А в выпуске Шокера Паркеру, как всегда, нужно отлучиться от школьных занятий, покинув класс, чтобы поймать Шокера, уходящего от полицейской погони. Паучок справляется с задачей на ура, возвращается в класс, но из-за того, что он его уже покинул, Питеру придется остаться после уроков. Классика. На данный момент это все комиксы по фильмам о Человеке-пауке, которые я смог найти. Я не знаю, выйдет ли, например, прелюдия к «Нет пути домой» или его пересказ, но если это и случится, то я буду только рад глянуть по-новому на самую долгожданную встречу 3 паучков. Спасибо, что оставались со мной. Надеюсь, вам понравился мой рассказ, и ты оценишь его своим конфетным лайком. Оставишь теплейший комментарий, и самое главное, не подписывайся, если точно не знаешь, чем я тут занимаюсь.
До скорых встреч!